Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень нежный и ароматный чизкейк с ластена по своему авторскому рецепту с вареной сгущенкой. Чизкейк по вкусу напоминает знаменитые советские конфеты «Коровка», которые очень любят дети. В виде чизкейка этот десерт понравится всем любителям сливочных десертов с насыщенным карамельным суфле на песочной основе. Чизкейк можно хранить в холодильнике, либо заморозить и подавать в виде карамельно-заварного мороженого. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В крошку от печенья добавляю ванилин, корицу и какао. Перемешиваю недолго лопаткой. Вливаю растопленное сливочное масло. Перемешиваю до получения однородной песочной основы на корж. В разъемную форму выкладываю всю песочную крошку. Распределяю песочную крошку по поверхности формы. Утрамбовываю песочную крошку лопаткой, формируя песочный корж. При отсутствии лопатки утрамбовывать корж можно просто рукой. Форму с коржом убираю в морозильную камеру. Для паровой бани устанавливаю противень с водой на самый нижний ярус. Сверху укладываю решетку, на которой я поставлю форму с чизкейком. Включаю температуру 170 градусов в режиме вверх-вниз без конвекции. В яйца всыпаю крахмал с сахарной пудрой. Перемешиваю ингредиенты до однородности. В сотейник с творожным сыром выкладываю всю вареную сгущенку. Вливаю сливки. Включаю умеренный огонь и начинаю вымешивать ингредиенты. По мере нагревания суфле становится более мягким и однородным. Меняю лопатку на удобный венчик и продолжаю вымешивать. Вливаю яично-карамельную смесь в творожно-сгущенное суфле. Продолжаю активно вымешивать суфле до готовности заварного крема. По мере закипания заварное суфле начинает активно густеть, что говорит о его готовности. Выключаю огонь. Невымешанные остатки суфле тщательно снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю до однородности. Правильно приготовленное заварное суфле при поднятии с густками опадает с венчика. Горячее суфле перекладываю на остывший корж. Распределяю суфле силиконовой лопаткой. Осторожно разглаживаю все неровности. Убираю форму с чизкейком в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 60 минут. Горячий чизкейк сразу отделяю ножом от бортов формы. Оставляю сначала при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник минимум на 5 часов до полного охлаждения. Для декорирования я буду использовать сушеный инжир и шоколад, предварительно растопленный в микроволновой печи. Инжир немного погружаю в шоколад и укрепляю на поверхности торта. Друзья, если вам нравятся мои десерты, поддержите канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Ваша активность еще больше мотивирует делиться проверенными и стабильными рецептами, которые я всегда тестирую на своей кухне. Особую благодарность выражаю своим подписчикам, которые активно публикуют мои видео в своих социальных сетях. Чизкейк с ластена получился очень нежный, с ароматом сливочной карамели. Вкус этого десерта очень напоминает знаменитые советские конфеты «Коровка». Десерт рекомендую подавать охлажденным. Чизкейк очень удобно хранить и замораживать в морозильнике как цельное изделие, так и в виде отдельных порций. После заморозки чизкейк превращается в заварное мороженое на сгущенном молоке. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.